глаза и ничего не вижу. Помню, что случилась беда, и все стали спасаться, кто как может, так как может. Что со мной произошло, не помню. Я же тебе говорила, что нас светит. Где я? И я должна тебе кое-что сказать. В одежде судьи это 19 век. Как интересно, куда они торопятся. Куда вы? Куда вы? А ты приехал всегда. Ты всегда поедешь. Присылайте его ко мне. Нечего в отеле. Да. Холод, закрывай там все. Скорее, скорее. Проходите же. Я прошу вас, дайте мне вспомнить. Куда теперь? Нет, господа офицеры все же не знают, куда идти. Мне кажется, я невидим, или просто они не замечают меня. Интересно. Все это разыгрывается ради меня? Или я должен сыграть какую-то роль? Да, ну пойдемте. Что это за спектакль? Только бы не трагедия. Простите, я забыл про вас. Осторожненько, ступеньки. Отойди! Брысь отсюда. Алексей, куда идти? Ты говорил, что все знаешь. Темно. Куда же идти? Может, вот здесь? Ну, пойдем. Какой-то человек в черном тоже плутает, а мне кивнул. Он пошел куда-то. Милостивый государь, простите, что обращаюсь к вам, не будучи представленным. Что это за город? Что за город? Вокруг-то говорят по-русски. Вначале у меня была надежда, что я попал в Шамбур в имен директории. Да. А на каком языке мы с вами говорим? Я по-русски. По-русски? По-русски. На русском. Вот раньше я не знал русского. Странно. Посмотрим, что там. Зайдем? Куда? Туда? Да, там какая-то жизнь. Мне бы надо разобраться, как я здесь оказался. Эти плутания – это мое умение говорить по-русски. Я буду искать выход сам, но ваше любопытство мне не понравилось. А может быть, там какой-то спектакль? А? Нет, прощайте. Нет, нам не по пути. Прощайте.
вы мне на все вопросы уже ответили. Ну и прощайте. Что же это за дверь? Прощайте. А? Жаль, что мы больше не увидимся. Он, конечно, иностранец. Когда еще будет такая возможность? Лучше Петр Алексеевич. не мешать. Петр Алексеевич. Лучше не мешать и не вмешиваться. Поздно. Все равно все уже произошло. Поздно. Сударь, сударь, я здесь. Мой русский чечен. Теперь вы уже знаете, куда идти. Я уверен, лучше вместе. Вы же у себя на родине. Но времена не мои. Не понимаю, как я сюда попал. Кажется, я видел Петра Первого. Слышу восторг в ваших словах. Интересно. Да? Да. Интересно. На самом деле интересно. Ага. В Азии обожают тиранов. Чем грознее тиран, тем больше любят, чтут память. Искандер Двурогий, Тамерлан и ваш Петр Великий. О Петре Первом вы зря. В конце концов, именно он разрешил людям веселиться в России. Винтовая лестница. А куда же крадутся-то эти люди? А? Ага, понятно. Так, зачем? Вернемся. А что ж такого-то там? Интересно. Что там? Выше вы видите, что там? Петр. Ага. Человек, казнивший собственного сына. Он еще и учил людей веселиться. Да? Очень забавно. Да я думал, вы знаете, куда мы идем. А? Построил европейский город на болоте. Порядки завел в нем самые-самые первобытные. Вот куда это? Город-то европейский. Наверное, на праздник. Ну почему по черной лист? Ну вот видите, люди научились радоваться. Вот они и идут. А где же офицеры дамы? И на праздник. Куда же они делись? А, наверное, пошли вниз. И нет их здесь, нет. Нет. А здесь осторожнее, эти темные крутые ступени. Ой! Вы понимаете, куда мы попали? Ой-ой-ой! О! Сударь, прошу вас быть осторожнее и ничем не выдавать нашего присутствия. Вы думаете, я сам этого не понимаю? Прошу вас, не обижайтесь. Не забывайте, что я вас привел сюда. Прошу вас, не обижайтесь. А вы не подходите слишком близко к актеру. Ты помнишь? Что ты толкаешься? Не царапайся. Она толкается.
большой оркестр. Наверняка европейцы. Нет, это русские музыканты. Европейцы. Итальянцы. Русские. Бог с вами. Что? Ну, по-моему, хорошо. 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 Нет, что? Да. Сударь, Не кричите. где вы? Я здесь, подумаешь, Екатерина Великая. За мной? Люблю 18 столетие, время гениальных людей и хороших манер. Я готов допустить, что так оно и было. И впредь не возражайте мне. Не буду. А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр. Будьте осторожны. А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Какие они у вас важные, сударь, не отставайте. Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем. Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. От меня спасибо, господа, спасибо. А они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? А рельефы-то они нарисованы, да, как натурально изображены. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так? Из Рафаэля. Но это не Ватикан, много лучше. Это Петербург. Копируете. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были собственные идеи, да. В сущности, и ваше начальство, и все вы, ленивы, сударь, ленивы.
А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно? Там выше, В ней да? находилось Втором 111 этаже. картин итальянских мастеров. Правда, не самых лучших. Не самых. Но большинство русских царей вообще-то были русофилами. Но иногда и им хотелось помечтать об Италии. Вот Эрмитаж и создан как раз для таких мечтаний. Не Нет, так? нет. Рафаэль это не ваше. Это Не для наш. Италии. Для Италии. Там тепло. Там тепло. Какая красота. Малый итальянский просвет. Малый итальянский просвет. А что это за люди, а? Какого они сословия-то эти люди? Вы видите эту чашу? Вижу. А вокруг ампир. А вот торшера Воронихина. Торшеры, да, торшеры. Торшера Воронихина. Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да. Примечательно, что он был рожден при Бонапарте, а у вас вошел в моду и тут же стал национальным стилем в ущерб своей самобытности. Мы воевали с да? Наполеоном, а не Кто с это? Ампиром. Что это за люди? Полагать, это петербуржцы, мне кажется, того времени, когда Петербург уже перестал быть Ну и столицей. правильно. Столицей должен быть старинный город, не химерический. Например, Москва. А что это за люди? Какого они А сословия? может быть, представить их вам? А это прилично будет, да? Да, они мои друзья. Попробуем. Так вот, это Олег Константинович, профессор медицины, Лев Михайлович – актер. Почему они не встают? А это мой приятель из Европы, он путешествует по России. Очень приятно. Из Европы. Да, медицина – это весьма замечательное ремесло. Вы первый, с кем я разговаривал за долгие годы. Ну вот не считая моего спутника. Да. Долго. А что это за запах? Какой запах. Запах какой-то. Скажите, Интересно. а вы давно в Петербурге? Да, час назад как Да появился. вы что, вы Что сразу за сюда, в Эрмитаж, Олег? Да, у меня были особенные причины. Наверное, Вас очень интересует, любите искусство. вас интересует сама красота или вот просто Да представление нет, об этой нет, красоте? нет, Маркиз. Мы здесь, честно говоря, просто отдыхаем. Да. Отдыхаем. И каким А образом? вот таким. Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли По-моему, сюда. это запах формалина. Олег, Это Маркиз, запах Маркиз. формалина. Между прочим, Опять идемте, Маркиз. Маркиз, я вам покажу замечательную картину. Идемте. Какой-то Это странный наша от ваших любимая. друзей запах. Маркиз, вот рождение Иоанна Крестителя. Плохо. Он здесь? Тебя рождение Я Иоанна. знаю эту картину. Я ее видел в прошлый свой приезд в Петербург. Это картина из собрания Кроза в Париже. Да, ее приобрела Екатерина в 1772 году. Это одна из самых ранних коллекций Да, Эрмитажа. ну, Пошел это, вы знаете, все, так сказать, для специалистов. А нас с Олегом Константиновичем больше интересует деталь. Вот обратите внимание, вот видите, на переднем плане курица и кошка, да? Ведь это, между прочим, символические фигуры. Курица символизирует жадность, скупость, а кошка олицетворяет цинизм, жестокость. Цинизм, жестокость. И Кошка. теннисы. Да, Вот интересно. они присмирели при рождении Иоанна Крестителя. Безумно интересно. Да, Много интересного. Да. Вот, например, Клеопатра. Знаете о ней что-нибудь? Массимо Стационе. И это Клеопатра в одном ряду с обрезанием Иисуса Христа, благочестивейшего Ладовика Карта. Что вас, собственно, смущает? Что смущает, пожалуйста. И тут же рядом святая Цицилия. Понимаете, святая Цицилия. Конечно, богатство Карла Дольче. Если и тут же рядом, пожалуйста,
восточный натюрморт. И тут же вот Не спорь с ним, Олег. как католик я склонен всем этим сильно возмутиться. О, да, вот это любопытно, между Вагнер? А кто это Вагнер? Именно к вам, Олег Константинович. Он не знает, кто такой Вагнер. А, мальчишка, который по-свински обошелся с моим лучшим приятелем, Мейербером. Я никогда не слушал Вагнера. Дорогой мой, вам Вагнер. придется сильно поработать над расширением вашего кругозора. Ничем Желаю не вам болен. преуспеть. Навечно здоров. Желаем преуспеть. Сударь, почему они все так плохо одеты? Дорогие мои друзья, да мог ли я подумать, что вы так не понравитесь друг другу? Я когда-нибудь вам все объясню. Я попал в странную историю. Сударь, сударь, зачем вы со всеми ссоритесь? Ведь мы с вами так никогда не сможем понять, что с нами Эта одежда случилось. убивает творческую сущность человека. Зачем вам приобщаться к европейской культуре? Зачем вам все это надо? Зачем вам заимствовать у Европы ее ошибки? Ох. Боже ты мой, что это все такое? Что это такое? Что это? А это что такое? Мама! 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 Канова! Какой чистый возвышенный взгляд на искусство! Это чувство материала! О, как хорошо! Как хорошо, Боже ты мой! Вот истинный преемник мастеров античности. Ведь он, Канова, чуть не женился на моей маме. Мама ваша, она что, она была скульптором Да, скульптором. Это было в Риме. в Риме? Да, Ваша да, да, мама скульптор. Кстати, в вашей коллекции Кановы в Эрмитаже есть несколько скульптур, приобретенных императором Александром у жены. У жены Наполеона. Да-да-да. Да. Я тогда был на Венском А конгрессе. как вы туда попали? А я бывший дипломат. Я все-таки... Вы были дипломатом. Тогда была большая драка за эти коллекции. Посмотрите, куда мы пришли. Не сон ли это? Не знаю. Не знаю, как вы, а я бодрствую. Как я хорошо говорю по-русски. Хорошо. Очень хорошо. А кто это был? Такой маленький. Пушкин? Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваш великий поэт, самый главный, а? Да, я читал его по-французски. Ничего особенного. Сударь. Господи, как вы обидчивы. Ну, простите, пожалуйста. Я оскорбил ваши национальные чувства. Чувства. Что ж такое национальные чувства? Чувства. А это что такое? Сударь, пожалуйста, Кто она? пожалуйста, не торопитесь. И одна без кавалера. Не торопитесь начинать разговор с этой дамой. Не торопитесь. Но это смешно. Ну смешно. мешайте ей. Милость. Это же не солидно. Пойдемте своей дорогой. Вы простите, сударыня, вы потеряли своего поводыря? Простите, сударь. Спасибо за заботу. Мне здесь все знакомо. Пожалуйста. Вы здесь служите? Вовсе нет. Пришла полюбоваться на работу старых мастеров. А я могу вас попросить войти со мной в соседний зал? Соседний зал. Фламандцев? Фламандцев? Сумасшедший просто. Пришли. Ну, пожалуйста, зачем не ходите меня? Пойдемте. Эти пальчики все видят. 40 шагов вперед. 140 шагов. Что вы сами виноваты. Сколько же нам осталось? Осторожно идем. Таким назойливым. Я же вам
стрелочка, не место объясняться. Вы сами виноваты. А вот сюда. Позвольте. Потому что вы компрометируете меня. Отстаньте. Как вы посмели? Молчать! Мы уже пришли. Да, мы пришли. Я могу вас попросить? Мы сейчас подойдем к той Вы картине. хотите, чтобы я вам рассказала об этой картине? Это картина Ван Дейка «Мадонна Вот, Скоропадка». мы сейчас Я ее подошли при к Эрмитаже этой приобрела картине. Екатерина II. Вы хотели бы мне рассказать об этой картине? Я прошу вас, расскажите о ней. Посмотрите, вокруг Мадонны Иосифа покой, тишина и Иосиф, хобби. Покой, Сам Господь оберегает. Его невидимое присутствие для нас несомненно. Яблоня дерево жизни, подсолнух символ благочестия, а вверху справа куропатки. Символ легкомыслия. Да. Но они улетают. Куропатки. Ангелы танцуют, играют. Здесь много и других символов, о которых мы можем только Поставьте догадываться. ее. Да, Она же ангел. да. Ну что же вы молчите? И куропатки, и дети, и Мадонна. Я благодарю вас, сударыня. Благодарю вас. Мнение такого человека, как вы, о творчестве Ван Дейка для меня крайне ценно. Ценно. Вам, наверное, будет интересно посмотреть еще одну картину в Будьте соседнем осторожны. зале. Прошу вас. Картину Рубенса, в Прошу работе вас. над которой Сударь, участвовал Ван Дейк. не мешайте мне. Так, Это картина «Пир у Симона Фарисея». Фарисеи. 17, 18, Да, Лена. 36, 30. А здесь нет этой картины. А здесь нет этой картины. А? Нет, ее нет. И не было в коллекции императора. Нет ее. есть. Она здесь. Нет. Картины Рубенса «Пир у Симона Фарисея» здесь нет. Она из той же коллекции лорда Оффа, Нет. что и Мадонна с Куропаткой. Просто ее раньше не ставили. Она здесь. А где вы? Хорошо пахнет, а? О, масло, масло. Сударь. Сударь, пойдемте отсюда. Пойдемте А отсюда. где вы? Еще не время. Ага. О, какие прекрасные картины. Что же эти господа тут все считают? Вы правы. Я нашел ее. Вы правы. Пойдемте. Сейчас мы будем. Пойдемте. Вот она. Сейчас мы подойдем. Встаньте лицом к картине. Вот это вот и есть эта картина. Вот она, вот эта картина, вот она. Хотел сюда Рубенс. Ван Дейк. Да, Рубенс называл Ван Дейка своим лучшим учеником. А знаешь ты, здесь раньше картины вообще висели. Уйдите. Выше и плотнее друг друга. Да, да. А, Развеской руководил сам царь, понял ты? царь? Кто вы такие? Кто это Служу такие? на флоте. А? Какие-то знаки? На флоте, да.
Действительно, царь обходил каждое утро свою коллекцию и спасал действительно все это. Спасал во время пожара, спасал. Когда был А? пожар? Пожар был 1800... Вы меня спрашиваете? Ладно. Пошли. Все. Я пойду, мне пора. Мне проводить вас, а? Нет, нет, Позвольте. нет. А это кто такой? Прошу прощения, жаль. Покорнейше прошу освободить нас. Мы должны закрыться. Милостивый государь, оставьте, пожалуйста, помещайте. Тихо. Закрывайте. Закрывайте скорее. Как вам эта чертовщина? Вы мне не понравились. Я пошутил. Пошутил. Вы слышите музыку? Что-то слышу. Ой, у меня от русской музыки начинает чесаться все тело. Музыка здесь ни при чем. Что вы на меня так смотрите? Тряпки какие-то, собака. Тряпки. Ну что это? Вечные люди. Вечные люди. Ну, живите. Всех переживете. Вечные люди. Живите. Ну что вы здесь стоите? Подслушиваете? Живописью интересуетесь? Ах, какие лапки. Пойдите прочь.
католик. Нет, я не католик. А почему вы спросили? Вы были, мне показалось, погружены в задумчивость перед образами основателей нашей церкви. Я не знаю. Я про это не думал. Не думал. Ага. Но вы же знаете, что это апостолы Петр и Павел. Да, мне говорили. Ага, говорили? Говорили. Ага. И что? А? Ну? Но я смотрю на них, потому что они мне нравятся. Нравится. И когда-нибудь все люди на земле станут Станут. такими. Да? Я впервые. Откуда? Откуда вы знаете, какими станут люди? Такими. Если вы не знаете священной истории. Что ж вы молчите? Посмотрите, какие у них руки. Ну, руки. Красиво. Ну. А откуда вы знаете, какими станут люди, если вы не знаете священной истории? Для вас это же просто два пыльных старика и все. На них легла пыль дорог, по которым они долго шли, чтобы появиться на этой картине. Что случилось? Добрые, мудрые люди, они... Откуда вы знаете, кто это? Какие люди, если вы не читали Евангелие? Откуда вы все это знаете? Сударь, ну зачем вы его так пугаете? Ему и так страшно. Ему не страшно. Им ничего и никогда не страшно. Оставьте его, лучше понюхайте, как пахнет рана. Хорошо пахнет. Ну-ну. Только вы ничего не боитесь. Странно, как странно слышать эти речи. Понимаю, да, в галерее. Да. О, я понял. В галерее русского императора у картины средневекового фанатика. Куда это мы с вами, сударь, забрели? А музыка была все же хорошая. Кто автор? Глинка. Глинка. Немец. Русский. Немец. Все композиторы немцы. Все композиторы немцы. Хорош. Что-то похожее на Рембрандта. Эль Греко. Да, пыль дорог. Ты где ж тут? Пыль дорог-то. Хорош. Вам что-то не нравится? Нет, нравится. Хорошо. Ну, опять мясо опять. Хорош. Нет, у вас хорошие картины. Хороший. Они стали намного лучше.
Вы простите, сударыня, что я обращаюсь к вам не будучи представленным. А кому это все предназначено? Кому это все предназначено? Что? Кому? Я говорю с этой картины. Говорите. Да. Интересно, интересно. Мне необходимо выговориться. Выговориться. И таким образом вы с ней сообщаетесь. Хотите попробовать? Я должен попробовать. Ну, конечно. Так, Так. Так. теперь так. Поворот. Так. Так. И вот так. Ой. А иногда я предпочитаю разговаривать сама с собой. У этой картины и у меня есть тайна. Да? Ну, тогда все. Ну все, господа, до свидания, до свидания. Куда же вы? Куда, сударыня? Вот видите, она обиделась, ушла. Ушла. Привет. Привет, привет. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. До свидания. До свидания. Прощайте. Очарование какое, а? Она обиделась. Очарование. Куда же она делась? Мрамор. Белый камень. Как-то холодно, а? Когда вам показывали дворец, наверное, здесь был полный разгром, ведь это было после пожара. Да. Да? Я вроде и был здесь, и вроде и не был, да. Да, роскошь. Да. Что такое?
А какой был разгром при конвенте, сударь? Ох, какой. Да, но вы не знаете русской истории 20 века. А в России был свой конвент. В течение 80 лет настоящая революция. Было очень печально. Очень печально. И какой же строй у вас теперь? Республика? Не знаю. Я никогда не считал республиканский строй подходящим для такой большой страны, как Россия. Ну вот вы европейцы-демократы, а все тоскуете по монархии. А, кстати, вы не француз? Позвольте, кто вы? А кто вы? Кто? Простите, мы вот заблудились. Пройдите, пожалуйста. Виват, виват, виват. Пройдите, Помогите пожалуйста, нам, вам вы здесь не запрещаете, нам нужна помощь. Кем не положено, что не положено, какой язык, везде не положено. Я думаю, не следует спорить с ними. Отступайте. Мы уходим. Чш, ну ведите же меня, ну ведите. Кажется, вижу, где нам спрятаться. Да, почему-то мне стало страшно, не люблю военную форму красивая. А что здесь? Не торопитесь, Да, глазик. не суетитесь, Впереди дверь. не суетитесь. Только не в эту дверь, сударь. Вот вы. Только не в Мне эту. нравится эта дверь. Сударь. Это очень. Вон какая красивая дверь. Только не в эту дверь. Я здесь не был. Почему так холодно? Я же просил вас сюда не заходить. Ой, какой холод. Рано. А где? Где же холсты? Давайте вернемся. Прошу вас, давайте вернемся. Я здесь, я. Да не знаю, просто шел. Иду. Милостивый государь, вам, наверное, нужна помощь. Если угодно, я могу помочь. Что? А? Кто? Милостивый государь. Я. Вы. Не здесь, Ага. не там. Не там. Никого нет. Только трупы и гробы. Трупы. Гробы и трупы. Иди сюда. Иду. Ваш гроб? Вы его сделали. Милостивый государь, что же вы взяли такой странный какой тон? Почему в Эрмитаже гробы? Милостивый Ну, государь. вы. Это мой гроб. Мой Ваш гроб. Я гроб. его сделал. Ваш. Что? Какой? Ваш. Ну, Трупы где? гробы-то Где я труп? вижу, Да ты не трупы наступай на где? трупы, ишь ты сытый, как уйдет сюда, не помялся, все. Что это было? Война. Что это было? Война Какая война? С кем война? с Германией. Германия? Что такое Германия? Это государство, объединившее немцев. Так, В середине 20 века Так. Россия воюет с Германией. Германские Пальма. войска берут в кольцо этот город. Город Так. не сдали. Пальма. Здесь погибло больше миллиона жителей. Что? Больше миллиона? Больше миллиона. Нет, дорого. Что вы? Дорого. Очень дорого обошелся Петербург и этот Эрмитаж. Дорого. В России говорят, что свобода не знает цены. Дорого. конечно, дорого. А может быть и недорого, а? Дорого, но уже заплатили. Все-таки как я был Заплатили. неправ, порицая ваших царей и ругая их за всю эту красоту и пышность. Ну и подумаешь, самодуры, а? Пожалуйста, потише. Ну красиво-то как, а? Что вы видите? Кто это? Не уверен. Кажется, Екатерина. Все, бывает. Все. Не подходите так близко, если это Екатерина, у нее особенное чутье. Вот, да. Ниже, ну. Все, Лиза, все.
Не понял. Свечи, душно. Туда? Вот туда. Туда. Не-не-не, мать. Не пущу. Не-не-не, только. Нет. Ну, стой. Вот так. Так. Ну, вот так. Ну, это холодно же. Ну, осторожно. Так. Сударь, где вы? Я слышу ваши шаги. Где вы? Негоже простым смертным догонять царей. Не догоните. А я слышу ваши шаги. Слышу. Сударь, ну что же вы? Ну, холодно, ну, пойдем. Да, холодно. Идемте. Она опять исчезла. Да знаю, конечно. Она теперь опять знаю. исчезла. Отойдите. Ну что же вы? Вы знаете, куда идти? Ну, помоги. Ну, идемте, сударь, идемте. Пускай. Ну, можно пропустить, уже можно. Где дверь, а? Дверь-то где? Здравствуйте. Смелее, не отставайте, нам здесь не следует задерживаться. А куда? Все, спасибо большое. Конечно, надо причесаться. Давно я этого у вас не делал. действительно Какие красивые волосы, и как вьются. Ваш? Спасибо. Чай. Предлагаю чай. Вы будете пить чай? И я не хочу. Какие настойчивые. А где же ваш чай? Ну, нет времени. А где чай? Ну, где? Я знаю, что очень красиво. Где? А что вам рассказывать? Что рассказывать? Нет. Я не могу рассказывать. Нечего рассказывать. Да что это такое? Я? Нет, это не я, это он. Это не моя книга, и не его, он подпишет. Да. Кто он? Идите за мной. Деня, ты что ли его пригласил? Что это за... Сударь, что вы там видите? Нам можно туда идти? Что вижу? Да ничего пока не вижу. Люди стоят, чего-то ждут. Ну вы подходите ко мне. Так, осторожненько, а то эти сумасшедшие вас съедят. Им так понравились ваши Ну, волосы. конечно, я же писателю, хорошего писателя, всегда хорошие волосы. А теперь осторожнее и тише. Я следую за вами. Закройте быстро за собой дверь. Да. Дверь закрыта. Закрыта дверь. Сударь, когда меня принимали в Зимнем дворце, то здесь был ремонт. После того ужасного пожара. Паркет-то совсем не скрипит. Простите, мы опоздали, простите. Сударь, идемте. Извините. Мы не на бульваре. Извините, да. Сударь, вы понимаете, что происходит?
происходит? Нет, пока нет. Понимаете? Нет, нет. Извините. Мы видим, извините, это Николай I принимает извинения персидских послов по поводу убийства ваших дипломатов. Кажется, Грибоедова, да? Извините. Интересно, извините, интересно. Вы видите? Да, да, да. Какие мундиры, а? Новые сапоги скрипят. Роскошь, империя, власть. Посмотрите, посмотрите вперед, встаньте на цыпочки. Видите? Нельзя верить этому миру. Вы правы. Еще бы не прав. Будьте осторожны, сударь. Придворные хитры, среди них есть медиумы. Они могут вас почувствовать. Благодарю вас за помощь, но я близнец, а близнецы такие любопытные. Я пойду, может быть, увижу кого из своих старых знакомых. Удачи, я вас найду. بسم الله الرحمن الرحیم حضرت علی امپراتور این پیغام پدر بزرگم شاهنشاه ایران فتح شاه قاجار در مورد آن حادثه‌ای که در تهران اتفاق افتاده است به امید این که بعد از توضیحات آن حضرت که هر سوزنی که بود از بین برود و صلح و اتحاد بین دو ملت بزرگ ما ابدی بماند. Могущественный государь-император, спокойствие Персии и священный союз между вашим императорским величеством и великим обладателем Ирана были противны духу зла. Он воздвиг в Тегеране толпу неистовую, совершившую неслыханное злодеяние, жертвой которого стала российская миссия. Ужаснулось праведное сердце Фетх Али-Шаха при мысли, что горсть злоумышленников может привести к разрыву мира и союза. Он повелел мне, внуку своему, именем могущественного моего повелителя просить вас, великий государь, предать вечному забвению пришедших. Пусть познает вселенная, что при всем ужасном случае два мудрых монарха откровенно объяснились, и все подозрения исчезли. Я признаю себя достигшим высочайшего счастья предстать перед вашим императорским величеством и, исполнив волю прародителя моего, утвердить навеки доброе согласие между двумя нашими народами. Его императорское величество повелевает мне уверить ваше высочество в том совершенном удовольствии, с каким он внимал объяснением вашим и изъявлению праведного сетования от лица вашего государя. Движимый чувством великодушия, его величество шах не мог, конечно, без ужаса взирать на смотрительство, имевшее целью расторжения дружественных связей между двумя державами, еще недавно имевшимися. Он ознаменовал себе посольством нашим, торжествующим рассеянию всякого тени, которое можно обнаружить.
вас сюда пустили? Да. Вам здесь не место. Не место, не место. Милостивый государь, извольте немедленно выйти отсюда. Ступайте, сударь, ступайте прочь. Я и не собирался здесь торчать. Прочь. Эта процедура продлится долго, еще несколько часов. Я это знаю, как бывший дипломат. А потом начнется дикая скука. Дикая скука. Отстаньте. Что? А это что? Что вы сказали? Обожаю роскошь и царственную пышность. Все-таки ваш Стасов неплохой архитектор. Он любит дисциплину, но и оставляет зато место в воздухе. Не туда смотришь. Неси на первый стол. Неси. Мы не можем здесь задерживаться. Церемония скоро закончится, и все будут здесь. О, Боже ты мой! У нас сударь не принято показывать гостям. Это же северский фарфор. Это же моя слабость. Красиво. Да. Это неподражаемо. Красиво. Это тот самый прекрасный сервиз с камеями, да? Да? Да. Так близко. Нет. Ай, какое золото. Сударь, говорю вам, при вас нам накрывать несподручно. Налюбуйтесь еще, когда вас к столу пригласят. Извольте, наконец, удалиться. Этот синий цвет и золото прям околдовывают меня. А этот цвет винного осадка. Зимой дворцы всегда были великолепные повара. Вы помните, какой бывает еда на вкус? Забыл. Забыл. Ага. До звонка. Ах, этот синий Просим, цвет. пожалуйте, я прошу вас. Прошу. Нам танцуют. Уходите, просим. Танцуют. Прошу. Просим. Мы уходим. Опять нас прогнали. Здесь так темно. Небеса. Сударь, я подозреваю, что вы никогда не видели ни императора, ни великих князей во всем великолепии. Но монархия никогда не бывает вечной. Вы что ж думаете, я сам этого не знаю? Я имею право немного помечтать. С вами свободно мечтайте. Здесь кто-то есть, вы слышите голоса. Сударь, вы не слышите? Нет, ничего не слышу. Смотрите, там кто-то есть, и кто-то двигается. Где? Где? Я не понимаю, Иосиф Гарович. Понимаю, Иосиф Гарович, что, собственно, вас смущает? Отец, вы хорошо знаете, что этот дрон большой, никакая букашка, себе кровь варёт. В порядке. Что-то не так? Душа моя спокойна. Посмотри на этот леонский пар. Он весь осыпался. Да восстановим, дай время. У тебя времени нет. Правильно, Боря. И у нас времени нет. Ты же его уже никогда не увидишь. Говори. Это же сын твой. Нет у тебя времени. Какие-то они как будто стесняются друг друга. А что вы хотите, когда спустишься с небес? И не вспомнить, как вести себя. Ты твой сын.
Он директор. Тоже директор. Впереди войны, страшные войны. И мы ведь жили внутри катастроф и сохранили все это. Я перестал слышать, перестал. А вы-то слышите? Да, слышу, но как-то... Слышу, но как-то неотчетливо. Ну, что они говорят? Старший Петровский спрашивает, прослушивает ли по-прежнему телефон директора. Сын отвечает: да ладно, отец, я лучше расскажу тебе про эрмитажных кошек. Кошки на месте. Это сын отвечает. Я не смог помочь стольким людям. 10 лет прошло. Ты знаешь, о ком я говорю. Ну, что ты, тебя все вспоминают только добром, и книги твои выходят, и я сам, короче, тоже. Это особенно драгоценно. Покойники прямо от счастья плачут, когда выходят их книги. Особенно через 37 лет после смерти. Миша. Вот что-то по-прежнему тревожит тебя, Сергеевич? Власть тоже. Властям подавай желудь из дома. Чем питается дерево культуры, они не знают и не хотят знать. Но если упадет дерево всякой власти, конец. И вообще больше ничего не будет. Они хоть это понимают. Есть, Абгарович, что же нас ждет? Иду. Ну, говори. Послушай. Миша. Да пусть идет. Они все равно ему ничего не скажут. Я знаю, спросите меня. Спрашиваю. Знаю, будущее все знают. Не знают прошлого, Бог с ними. Посмотрите, как красиво. Вот это молодцы. Форма красивая. Военных не люблю. Так вы и не ответили. Не знаете. Ничего-то вы не знаете. Сударь, подождите. Не слышат. Я должен извиниться. Они сейчас говорили совсем другое. Вернее, и я их почти не слышал. Да. Я все придумал. И про Арбеля, и про Петровского тоже. Ну, Бог вам судья. Бог. Я все придумал. Да мы же с вами свободны. Сами говорите. Прошу вас, не торопитесь. Бегите. Я за вами не поспеть, я устал. Птички. Дети. Анастасия, ты куда? Какие? Они легкие. Ты все время на меня смотришь. У меня дурное предчувствие. Не тревожься. Помолись. И я за вас помолюсь. Слышишь? Ты слышишь выстрелы? Успокойся. Господь с тобою. Мне кажется, за нами кто-то идет. Успокойся, Александр. Успокойся. Если бы Алешенька мог так бегать. Успокойся. От врачей нет никакого толку. Надежды нет. Это моя вина. Дети, не шалите. Подойди ко мне, Анастасия. Где ты была? Я тебя искала все утро. Пойдем. Il est très amusant.
Простите меня, пожалуйста. Простите. Прости? Как вы думаете? Вот видишь, ты не виновата. До встречи. Скажите, почему все двери открыты? Все, летите, детки милые, пташки Божьи. Все. Яко беззаконие мое прознаю, и грех мой предо мной. Здесь, конечно. Давно не было столько гостей. Я тебя оправдывшись от всех твоих, вот тише, и посуди тебе. Все бы беззаконие их зачат есть, и в грехах родителей мать. Все будет странно. Смотри. Посмотришь? Я тогда не научусь. Как ты думаешь, с какой стороны? Где же мой европеец? Где он? Нигде не вижу моей внучки. Ты меня пригласишь, папа? Я свою уже танцевал. Теперь ваш черед. Помнишь, как ты увозил меня на первый бал? Вот он. Меня не замечает. Ну, надо подойти. А то обидится. Мадемуазель, да пойдемте же. Сударь, не волнуйся. Ну, здесь-то я его найду. А вы бы не хотели так попрыгать? Признаетесь, голубушка? А вы знаете, Аристарх Константинович отправляйте Вот это вот слепливый. Просто тигр. Вот слопать же ему не подается. Да, нам с вами есть почернать. Ваша матушка отлично вышкалила преступника. Смелее.
вас очень хорошо получается. Мазурки, главное не ронять. Вот так. Вот вы какие молодцы. Так возмужать, да. Видите, какие мы стали. Вот ты где. А я вас потерял. А так у нас был договор. Там мы очень незаметны. И всевозможные. Но вам нет рамок. Она танцует только с вашим Васенькой. Это старинное. Идеальное место. Я пошла. Все-таки в Петербурге самые великолепные домы во всей Европе. Такие простые отношения. Вы видите? Будто все люди одна семья. На этом балу не менее 3000, да? Пройдем мимо него. Или меньше. Все забыл, все, как плохо танцует, все забыл, все. Позвольте. Браво, браво. Вспомнил. Браво. Теперь вспомнил. А это хорошо.
Я вас люблю. Как прекрасно. Опа, опа, опа. Оп. А? Браво, браво. Браво, браво. Да, вы правы. Улан не лучше. Да, вот уж новость так новость. Восхитительно! Браво! Браво! Отлично! Спасибо! Вы не убираете, Семен. Спасибо! Спасибо! Браво! Еще, браво! Браво, браво, браво! Я еще хочу. Пойдемте, пойдемте. Мне все равно. Где вы? Где вы? Я вас потерял. Да я здесь, вот я. Я вас потерял. Потерял. Мне грустно. Пойдемте. Куда? Куда? Вперед. 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 Что там? Что там? Не знаю. Останусь. Прощай, Европа. Идите. Вот и все. Я здесь, можно сказать, выросла. Я бы еще Ничего не знаю. Как будто я вчера утонула. Я просто пошутил. Ламина. Да. Слушайте, смотрите. Ну подождите, подождите. Что вы в самом деле? Мы хотим постоять. Да, мы хотим. господин, ваша дама. Вот это, вот. Легко, легко. Ее нет. Она упорает. Как на крыльях. Прощай. Прочь, прочь. Прочь, прочь.
Совсем еще отобьет гарему какого-нибудь юлица. Тот-то заживет. Наверное, если тебе не поужинать к винам у медведя. Хорошо. Вы, ну тогда подожди вас внизу, найдите наши кареты и привезите шубы, хорошо? Что? Не Я потеряйте. да никогда. Смотри, где? Здесь все-таки красиво. Надо бы нам перенять машину. Пожалуй, в четверг. Когда мы вернемся в Курск, нам тоже надо дать бал. Да хоть на Масленицу. Верно? Хорошая музыка всегда. Пожалуй, кроме Вареньки, пригласим еще и твоего племянника. Пусть посмотрит друг на друга. Очень хорошая это состояние. Очень хорошая. Лизонька, ты теряешь своих прав. Натали! Все как будто уплывает. Мне кажется, мы видим это последний. Ты же нашел меня? Нашел? Ничего не случилось. Имеется в виду все. Секунду, Пустил. Сударь, сударь, как жалко, что вас нет рядом. Вы бы все поняли. Смотрите, море вокруг. И плыть нам вечно, и жить нам